Добрый день. Рады приветствовать на Ukrainian Blockchain Days. Сегодня мы вам расскажем о том, как майнеры могут зарабатывать на полезных вычислениях. Наша компания реализует сразу два технологических фронтира. Один из них — это блокчейн, другой из них — это глубокие нейронные сети. Мы объединяем это в одну платформу. Сейчас мы покажем вам очень короткое объясняющее видео, а потом мы расскажем о том, что мы будем делать для того, чтобы огромная масса вычислительной мощности перешла из вычислений абстрактных алгоритмов в блокчейне в решение фундаментальных задач человечества. Исследования в области искусственного интеллекта начались в середине 20 века. Искусственные нейронные сети – один из старейших инструментов искусственного интеллекта. В течение своей 70-летней истории не раз переживал взлеты и падения, но 10 лет назад мы стали свидетелями революции глубокого обучения. Нейронные сети научились гораздо лучше, чем раньше, распознавать человеческую речь, переводить с одного языка на другой, водить машину и даже выигрывать у человека в Go. Все время появляются новые применения для глубоких нейронных сетей, и все больше талантливых исследователей и творческих предпринимателей пополняют мир стартапов в области искусственного интеллекта. Современные глубинные сети содержат колоссальное количество нейронов. Обучаются они на огромных наборах данных. Разметка такого набора — это долгий процесс, для которого нужно много дорогого ручного труда. Компания Neuromation предлагает решение, которое позволяет порождать и размечать данные полностью автоматически, с абсолютной точностью и высокой скоростью, что также решает задачу отсутствия или нехватки данных. Синтетические данные генерируются на основе современных алгоритмов визуализации 3D-графики, что позволяет сымитировать любой ракурс объекта, освещение и окружающую среду с необходимой степенью фотореалистичности. Синтетические данные уже прошли проверку практикой и успешно применяются в проекте для розничной торговли, где задача состоит в распознавании товаров на полках. Однако обучение современных глубоких сетей, способных распознавать объекты, это сложная математическая задача, которая требует огромных компьютерных вычислений. Чтобы обучить современную нейросетевую архитектуру на обычном компьютере с двумя видеокартами, могут потребоваться недели. Откуда же брать вычислительные ресурсы? Огромное число графических процессоров задействовано в производстве криптовалюты. При этом они добывают гораздо меньше денег для своих владельцев, чем современные компании тратят на аренду вычислительных мощностей у облачных сервисов. Мы разрабатываем нейроплатформу на базе записанных в блокчейн смарт-контрактов. Наша платформа позволит рационально задействовать доступную мощность ферм для майнинга криптовалют, перенаправить их на полезные вычисления в области нейронных сетей. Дополнительный функционал платформы позволит объединять дизайнеров, разработчиков, ученых и предпринимателей, давая возможность обмениваться готовыми данными, такие как 3D-объекты, размеченные изображения, обученные модели, а также будут представлены услуги по установке, разработке нейронных сетей, разметке готовых данных и других видов работ, связанных с глубоким обучением. Neuromation – Knowledge Mining Platform. И сейчас я хотел бы, чтобы наш директор по науке Сергей Николенко более подробно рассказал бы вам о том, каким образом мы задействуем майнерские мощности и почему наша компания пришла к такой необычной концепции. Наш доклад будет состоять из двух частей. Сергей расскажет вам научную часть, а я далее расскажу про экономику нашего нейротокена. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Очень рад вас всех видеть сегодня. Я буду рассказывать в основном о наших приложениях синтетических данных для обучения нейронных сетей. Но сначала, поскольку это конференция про блокчейн, и поскольку люди здесь достаточно ориентированы на то, чтобы удачно вложить деньги и заработать побольше, я начну с того, откуда, собственно, деньги возьмутся в нашей платформе. Посмотрите,
когда мы сейчас живем в эпоху большой революции в области машинного обучения. Вот уже 10 лет, как продолжается революция так называемого глубокого обучения, deep learning. Эти слова вы наверняка где-то слышали, хотя, возможно, плохо понимаете, что они значат. Deep learning — это обучение глубоких нейронных сетей. Нейронные сети — это один из старейших, самых классических, самых широко известных аппаратов машинного обучения. И на самом деле многие архитектуры, которые мы сейчас используем, многие базовые идеи были готовы еще в 80-е годы. Но в 80-е годы еще не было ни вычислительных мощностей для того, чтобы их обучать, ни данных, самое главное, данных, на которых они могли бы обучаться. И когда в середине нулевых годов появились некоторые новые идеи об обучении, и самое главное, закон Мура наконец нагнал нейронные сети и позволил обучать по-настоящему большие модели, все завертелось. И с тех пор сейчас, как вам только что говорили в ролике, все самые лучшие результаты в очень многих областях достигаются именно глубокими нейронными сетями. И сначала мы тоже занимались исключительно глубокими нейронными сетями. Я расскажу, чем именно. Это тоже очень интересная идея. Как сказал Максим, Neuromation — это необычный стартап. У нас сразу две идеи. Вот. И в какой-то момент мы уперлись в то, что нам нужно очень много вычислительных мощностей. И стандартное решение для любого начинающего стартапа в искусственном интеллекте — это пойти на какой-нибудь облачный сервис. Например, на Amazon Web Services, самый классический и широко известный сервис, и заказать там, арендовать там машины с видеокартами, готовые для обучения нейронных сетей и для других вычислений. И когда мы начали это делать, мы внезапно поняли, что что-то этот Amazon сжирает все наши деньги, и как-то подозрительно дорого стоит то, что они предлагают. То есть на Amazon Web Services аренда, скажем, машины с несколькими видеокартами, с 6-8 GPUs стоит порядка $3-4 в час. И тогда родилась вторая идея компании Neuromation. Мы поняли, что те же самые видеокарты, те же самые GPUs стоят в огромных количествах у вас, у майнеров, и эти майнеры получают с точно такой же фермы, которую мы должны арендовать за $3-4 в час, зарабатывают с них $7-8 в день. И вы видите, здесь есть очевидная бизнес-возможность, поэтому мы надеемся ее и планируем ее использовать в рамках нашей платформы Neuromation. Но сейчас я сделаю один шаг назад и расскажу, с какой идеей мы пришли к этому и откуда взялись потребности в таких больших вычислительных мощностях. Я не буду углубляться в машинное обучение, эта конференция не о том, но важно, что для обучения современных сверхбольших моделей, для обучения современных глубоких нейронных сетей, у которых могут быть миллионы весов, и которые могут решать очень сложные задачи, такие как, например, распознавание изображений. Для обучения этих нейронных сетей нужны два компонента. Во-первых, много вычислительных мощностей, чтобы их обучить, но самое главное — много данных, на которых их обучить. Чем больше весов, чем более сложная модель, тем, с одной стороны, она более выразительна, то есть она может сделать больше, она может делать более интересные вещи. Но с другой стороны, конечно, тем сложнее ее обучить, и тем больше нужно данных, чтобы что-то заработало. Поэтому, как только мы начали пытаться автоматизировать какие-то индустрии, в частности, нашим первым проектом, который вот сейчас успешно продолжается, была автоматизация ритейл-индустрии. Мы договорились, у нас есть контракт с крупнейшими консорциумами ритейл-организаций, которым нужно решить, казалось бы, довольно простую по современным меркам задачу – распознавать товары на полках в магазине. Приходит мерчендайзер, снимает полку и
понимает, все ли там на месте, автоматически сравнивается с тем, как они должны там стоять. Он понимает, все ли в порядке, нужно ли что-то менять, нужно ли что-то добавлять туда и так далее. И на самом деле, вот на современном этапе развития технологий, конечно, современные нейронные сети должны уметь решать такую задачу. Это всего лишь поиск объектов на картиночке. Facebook ищет ваши лица на картиночках отлично, и эта задача выглядит как только более простая. Но оказалось, что, внезапно оказалось, что объектов-то довольно много на этих полках. Внезапно оказалось, что нам нужно уметь распознавать 170 тысяч разных объектов. Это очень много. И в частности, это значит, что нам нужно иметь очень много обучающих данных для этого. Нам нужно иметь большую выборку, в которой каждая вот эта бутылочка и каждый этот пакет сока размечены, обведены квадратиком, и кто-то когда-то указал сети, где на этой картинке находится тот или иной объект, для того, чтобы она могла обучиться. По таким предварительным подсчетам, для обучения 170 тысяч классов нужно было бы порядка миллиарда размеченных изображений. Откуда взять столько размеченных изображений? До сих пор в основном разметка данных была таким ручным, долгим и довольно мучительным процессом. То есть реально это выглядело так. Вы сначала снимаете эти фотографии, что в случае десятков и сотен миллионов тоже нетривиально, но вы, предположим, как-то их сфотографировали. Потом вы приходите на какой-нибудь краудсорсинговый сервис, вроде Amazon Mechanical Turk, и там загружаете туда эти фотографии и нанимаете сотни тысяч каких-то неизвестных индусов и китайцев несчастных, которые сидят и за $2 в день старательно размечают вам эти фотографии. К сожалению, даже учитывая, что они работают за $2 в день, при умножении на большие миллионы опять получаются большие миллионы. И получается, что такой способ разметки, он просто недоступен для по-настоящему больших задач. Это можно сделать один раз. Вот один раз люди это сделали, получили знаменитый датасет ImageNet, на котором сейчас предобучаются, в общем-то, все сети в компьютерном зрении. Да, вот один раз они сделали такой проект, он занял пару лет, там нужно было все перепроверять, потому что, конечно, индусы и китайцы не всегда делают хорошо. И повторять этот проект для каждой новой индустрии – это нереально. То есть нужно было какое-то более универсальное решение. И мы пришли вот к какому решению. Мы поняли, что для обучения сетей в компьютерном зрении можно подавать им на вход синтетически сгенерированные данные. Можно подавать им на вход 3D-рендеры вот этих самых несчастных бутылочек и пакетов сока. И оказалось, что во-первых, конкретно для нашего ритейл-приложения это оказалось очень удачной идеей, потому что те товары, которые стоят на полке в супермаркете, это довольно простые 3D-модели. То есть с человеческим лицом такое, пожалуй, у нас бы не получилось сделать. А вот с бутылочкой Pepsi совершенно замечательно. Это во-первых. Во-вторых, конечно, при этом встает задача так называемого transfer learning. Нам нужно научиться обучать сеть на одном виде данных, на каких-то мультиках, на виртуальных изображениях, а с другой стороны потом распознавать настоящие фотографии. Мы успешно решили эту задачу. Оказалось, что это возможно. Собственно, вы можете интуитивно себе это представить. Представьте, что вам показали мультик, и в этом мультике нарисован новый вид бутылки. Узнаете ли вы потом ее на полке? Конечно, узнаете. Разница между мультиком и настоящими фотографиями – это не та разница, которую вы используете, чтобы распознать этот объект потом. Поэтому это довольно очевидно, что это возможно. Это оказалось нелегко, но мы это сделали, и мы научились обучаться на синтетических изображениях. Это был единственный минус, который мы преодолели, а вот плюсов очень много. Плюсы у синтетических данных, основной плюс в том, что разметка получается бесплатно и со 100% точностью. Мы сами сделали 3D-рендер той или иной сцены. Мы, конечно, отлично понимаем, где находятся все объекты. Мы понимаем, более того, каждый пиксель этой картинки какому объекту принадлежит. И
самое интересное, мы имеем даже разметку, которую никакой индус и никакой китаец сделать не в состоянии. То есть мы понимаем, например, глубину объектов, расстояние их до камеры. Мы понимаем, под каким углом они стоят на полке. Но это все-таки дополнительная информация такая, которую практически нереально получить из ручной разметки. А из синтетических данных она получается сама собой. И все это 100% правильно. То есть это, поскольку мы сами создали, мы все знаем. И не нужно перепроверять за китайцами, не нужно устраивать между ними консенсус протоколы, чтобы 3 китайца подтвердили, что это один и тот же объект, тогда можно заносить в базу. Ничего такого не нужно. Требуется некоторая ручная работа по созданию этих 3D-моделей, но после этого у вас получается бесконечный источник таких вот случайно, ну не случайно, а разумно порождаемых синтетических данных, на которых, оказывается, можно обучать глубокие нейронные сети. И в этот момент мы подходим вот как раз к тем большим требованиям к вычислительным мощностям, с которыми мы столкнулись. То есть получилось, что есть 2 основных компонента, для которых требуются эти мощности. Во-первых, чтобы порождать синтетические данные, ну, тоже нужны видеокарты, тоже нужно, значит, что-то рендерить. И чтобы сделать высококлассное качественное изображение, такое более-менее фотореалистичное, видеокарте нужно работать заметное время. То есть это не за миллисекунды делается, это делается за единицы, а то и десятки секунд. И поэтому для того, чтобы сгенерировать миллионы таких изображений, ну, нужно довольно много или много видеокарт, или много недель с ними работать. С другой стороны, после того, как мы сгенерировали эти изображения, нужно обучить на них нейросеть. И это еще более вычислительно сложный процесс. То есть и нашей идеи с синтетическими данными, и тем более для наших базовых требований, для нашей основной мысли о том, чтобы обучать модели, распознающие изображения, например, в ритейле, нам нужно было очень много вычислений. Нам нужно было очень много всего считать. И, грубо говоря, нужно было очень много времени, большого числа видеокарт. И это было как раз в тот момент, когда, как вы все знаете, видеокарты купить было невозможно. Это было как раз где-то полгода назад, нет, 4 месяца назад. И тогда уже вышли новые GPU от NVIDIA, которые мы очень хотели использовать, но их не то, что они стоили дорого, а их даже не купить было. Ни в России, ни в Украине, ни где-то. И к нам пришла в этот момент идея вот той самой платформы. К нам пришла идея о том, что есть люди, у которых уже есть все эти видеокарты, и которые уже используют их в 10 раз менее эффективно, чем мы могли бы их использовать. Более того, они при этом занимаются тем, что ищут какие-то коллизии в хэшах, а мы можем поставить эти видеокарты на службу каким-то все-таки, хотелось бы верить, более полезным для человечества задачам. И прежде чем я передам слово Максиму, который расскажет о платформе и о том, какой сейчас статус этого проекта, что у нас с выходом на ICO и так далее, я хочу сказать, наверное, последнее, что я скажу, это то, что я все время говорил про какой-то ритейл, бутылочки там и так далее, но, конечно, это всего лишь первый проект, это всего лишь наш первый большой контракт. На самом деле та же самая идея, те же самые синтетические данные могут пригодиться для очень большого числа разных отраслей. Вот у нас есть уже Retail Automation Lab, лаборатория ритейла, про нее я говорил. Мы сейчас открываем Pharma and Biotech Lab, сейчас я про нее скажу чуть подробнее, и Enterprise Automation Lab, где еще одно очень естественное приложение синтетических данных — это для обучения роботов, для обучения индустриальных роботов, для обучения летающих дронов, для обучения самодвижущихся машин, да, self-driving cars. Потому что там вы как бы можете собрать датасет, но не любую ситуацию вы можете собрать. Вы не можете запустить 1 000 000 дронов, сказать, чтобы 500 000 из них разбились, для того, чтобы у вас было достаточно данных, чтобы обучиться не разбиваться потом. То есть какие-то ситуации редкие вы не можете уверенно просимулировать в реальности. Вам приходится
Ну и синтетические данные могут быть как раз выходом из этой ситуации. В синтетике вы можете просимулировать сколько угодно разных интересных ситуаций для, скажем, того же летающего дрона. А особенно интересное направление вот в середине — это приложение к здоровью. И сейчас у нас начинается, я надеюсь, наш второй большой проект по созданию моделей, по созданию нейросетей и обучению их для умных камер, smart cameras. Например, для слежения за младенцами. Вот представьте себе младенец в кроватке. Ой, простите. Представьте себе младенец в кроватке. Он лежит, и за ним следит умная камера. Эта умная камера определяет, хорошо ли он лежит, не может ли он сломать себе ножку, там, неудачно повернувшись, вообще дышит ли он, может, уже нужна ему помощь какая-то, какое у него сейчас состояние. И здесь та же самая ситуация. Вы можете наснимать видео младенцев, конечно, но вы не можете взять миллион младенцев и сказать, чтобы 500 из них перестали дышать. Это как-то вот не очень хорошая идея. Поэтому опять здесь для моделирования разных интересных ситуаций нужны, как мы полагаем, синтетические данные, и мы начинаем над этим работать. И на этом я передаю слово Максиму Просолову, который расскажет вам теперь о том, при чем здесь блокчейн и что мы делаем о платформе. Максим. Когда мы выяснили, что полезные вычисления могут не просто решать фундаментальные задачи, но и приносить больше прибыли владельцам мощностей, мы поняли, что предложив это майнерам, что мы и сделали, и у нас сейчас там порядка 1000 видеокарт занимаются полезными вычислениями для нашей платформы, мы поняли, что эту практику можно распространить на все майнерские мощности. Предыдущий докладчик достаточно, Максим тоже очень вам объяснил вещи, связанные с падением эффективности майнинга, с появлением новых протоколов, переходом на Proof of Stake. И это все, по сути, звоночки того, что майнерский бизнес, он будет вынужден переквалифицироваться на что-то еще. И мы предлагаем, по сути, как бы такую диверсификацию для майнерского бизнеса. Это не означает, что завтра все фермы переключатся на полезные вычисления. Блокчейн-аукцион, который мы строим, позволит включать ноды и выключать ноды в зависимости от появления задач. Если нод подходит для выполнения определенной задачи, например, там, для порождения синтетических данных, и он включится в пул, который занимается, например, там, производством миллиарда этих изображений высококачественных, либо обсчета, соответственно, и тренировки сетей на этой мощности, он выигрывает эту задачу и, соответственно, через смарт-контракт получает вознаграждение. Вознаграждение в нейротокенах, которые мы экстендим, соответственно, сейчас в блокчейне эфириума, но также мы понимаем, что в какой-то момент нам потребуется более быстрый блокчейн, которого пока на данный момент не существует. Количество транзакций на нашей платформе, мы прогнозируем их рост до 20 тысяч в секунду, потому что нам нужно будет включать произвольно сотни тысяч разных нодов на выполнение полезных задач. Такого блокчейна на данный момент нет. Он находится в разработке, есть несколько групп, которые разрабатывают подобный блокчейн. Одна из них — это операционная система EOS, еще и операционная система Auterium. То есть они просто пытаются создать быстрые блокчейны, которые позволят реализовать нам в нашей системе довольно понятный и внятный протокол распределения задач для майнеров. Когда мы поняли, что подобного блокчейна нету, но мы выбрали для себя понятный roadmap для того, чтобы включить большое количество нодов и майнерских пулов, которые, откровенно говоря, уже сейчас ведут с нами переговоры и стоят в очереди на полезные вычисления, потому что мы платим порядка на 20-25% больше, чем сейчас зарабатывают майнеры на своих GPU при майнинге легких валют, таких как там Zcash, Monero и так далее. Мы считаем, что сама эта концепция, она не просто имеет жизнь, она уже начинала подтверждаться движениями по рынку. Если вы слышали про новость о том, что BitMine выпускает умные фермы, а именно универсальные риги, которые будут одновременно заниматься и производством криптовалют, и могут быть использованы для вычислений в области нейросетей. Вот умные фермы — это будущее. И мы создаем платформу, которая будет распределять задачи и помогать владельцам умных ферм
зарабатывать деньги. Мы назвали это knowledge mining, производство знаний. И именно такая платформа, она находится сейчас у нас в разработке. Мы очень близки к протоколу распределения вычислений. В феврале мы покажем первый прототип платформы. Сейчас мы делаем это вручную для ряда наших клиентов, но в будущем полезные вычисления это будет самый главный экономический вызов для владельцев мощностей. Сейчас мы часто обсуждаем, что если бы не было бы криптовалюты, их стоило бы придумать только для того, чтобы обеспечить весь мир гигантской вычислительной мощности. Это был bottleneck очень серьезный для развития AI в мире. Сейчас он решился благодаря тому, что существует огромная вычислительная мощность в частных руках. И теперь наша задача обвязать это единым протоколом для того, чтобы мы могли производить действительно полезные вещи. У нас даже есть на эту тему с Сергеем такой рассказ про то, что зародившийся искусственный интеллект взял себе имя Сатоши и придумал, соответственно, биткоин для того, чтобы люди вложились в вычислительные мощности. Как бы фантастично это ни звучало, мы находимся действительно сейчас на фронтире всех технологий. Мы переходим в другой технологический уклад. Когда-то один из основателей Coursera и важный человек в индустрии Deep Learning Андрей Энджи сказал, что AI is a new electricity. Искусственный интеллект — это новое электричество. Руководитель Intel назвал дату, что данные — это новая нефть. Мы живем в мире, где существуют новые деньги, где существует новая нефть, где существует новое электричество. И здесь возможны прорывы. В данном случае наша компания просто нашла способ, как эту нефть синтезировать, а именно производить эти данные в неограниченном количестве. И наш подход набирает силу сейчас по всему миру. Наш токен сейл начнется меньше, чем через 1 месяц. 28 ноября начнется токен сейл. Сейчас у нас идет пресейл. Мы очень аккуратно подходим к выбору инвесторов. Прямо скажу, что мы регистрируем далеко не всех, поскольку все проходят процедуру KYC-ML. Мы точно знаем, кто наш клиент, и мы работаем только с reputable инвесторами. Нам не нужны огромные капиталы для того, чтобы запустить платформу. Мы очень точно понимаем, сколько нам нужно средств для того, чтобы платформу запустить, для того, чтобы она работала. Поэтому, как знаете, есть такой термин космонавты. Мы не космонавты, мы очень приземленные люди, которые работают просто с вполне понятными и реальными технологиями. Потому что нейросети и блокчейн — это технологии на самом деле реального сектора. В большей степени технологии реального сектора, чем технологии виртуального сектора. Автоматизация индустрии, она коснется абсолютно всех индустрий. От ритейла до добычи полезных ископаемых. Автоматизировано будет очень много. Многие профессии исчезнут, но многие профессии и появятся. Наша платформа создает определенный набор бизнес-процессов, которые могут генерировать ликвидность как для, соответственно, пользователей этой платформы, так и для поставщиков, тех, кто поставляет на эту платформу ресурсы. Это в том числе генерация и порождение синтетических данных, это в том числе и разметка данных, если таковая необходима. Это производство, соответственно, моделей, архитектуру моделей, которые, соответственно, тренируются на этой дате. И это, собственно, сама тренировка этих моделей. Компоненты системы будут увязаны в единый, очень понятный юзерский интерфейс. И хоть наши ученые говорят, что до того, как любая домохозяйка сможет войти в нашу платформу и натренировать себе нейросеть, например, для собственного сада или дома, пройдет много времени. Но мы понимаем, что мы все равно идем к либерализации доступа к этой технологии. Точно так же, как сейчас вы можете зайти на сервис Wix и сделать себе веб-сайт, точно так же в скором времени вы сможете сделать свою собственную нейросеть, нужную вам. А то, что она будет вам нужна, в этом нет никаких сомнений, поскольку умные помощники, они действительно заполонят мир. Ну и самое важное, наша платформа в развитии имеет одну очень важную и ключевую вещь. Мы верим в то, что экономические субъекты будут возникать, в том числе за пределами
человека возникнет большое количество нечеловеческих экономических субъектов. Банковский счет появится у вашего автономного автомобиля, банковский счет появится у вашего смарт-дома, банковский счет появится у устройства, даже у вашего нода, который будет продавать свою мощность на нашей платформе. Это то, что называется machine-to-machine economy, M2M экономика. И мы на самом деле создаем сейчас основу для того, чтобы это возникло. В конечном итоге дрон, робот, автономная машина или любое другое устройство сможет получать знания, как продавать эти знания общей системе, нейросетям, так и получать эти знания от нейросетей. К 2025 году по прогнозу исследователей по заказу Еврокомиссии к 2025 году на планете будет порядка 20 миллиардов устройств. Это дроны, роботы, автономные машины. И все эти устройства, они создадут новый тип экономики. И когда мы говорим, чем станет криптовалюта в будущем, она также станет, это просто совершенно очевидно и очень логично, что она станет эквивалентом обмена услуг для M2M экономики. Сейчас, наверное, об этом мало кто слышал. Через несколько лет об этом будут говорить все, точно так же, как сейчас говорят о блокчейне. Мы создаем нашу платформу сейчас на блокчейне, потому что блокчейн сейчас только единственная технология, которая может реализовать достаточно сложное и большое количество транзакций в системе. Ну, представьте себе, что наши ноды, которые мы арендуем, могут находиться в Китае, в Новой Зеландии, в Соединенных Штатах, где угодно. Мы не можем заключить со всеми контракты одновременно. Тем более, что если они нам нужны всего лишь на 1 час или на несколько минут. Нам нужно, чтобы мощность включила, решила полезную задачу, они получили свое вознаграждение за это и выключилось, и переключилось на другие задачи. Например, там, на производство криптовалюты или еще какие-нибудь задачи, там, связанные с вашей повседневной жизнью. Для нас блокчейн является совершенно логичной и правильной экосистемой для того, чтобы создать систему смарт-контрактов, платить нодам за полезные вычисления и сводить это все в одну систему. Наша команда представляет собой людей, каждый из которых уже состоялся в бизнесе и сделал карьеру. У нас прекрасная команда адвайзеров. Один из них — это Андрей Рабинович, это один из ключевых людей в Deep Learning, человек, который разработал и создал алгоритм Google Image, благодаря которому сейчас вы можете искать фотографии. Это также Дэвид Орбан, один из основателей университета сингулярности, который вступил в нашу команду, потому что он был просто вдохновлен самой идеей knowledge mining и является нашим амбассадором по всему миру. Это Константин Гольцев, инвестор и кофаундер, мой партнер, который создавал огромное количество стартапов по всему миру. Денис Попов, который был CTO компании Viewdle, благодаря которой алгоритм Google по распознаванию лиц также сейчас хорошо работает. Это Федор Савченко, наш CTO, создающий те самые мультфильмы, которые мы показываем искусственному интеллекту для его тренировки. Наша команда — это команда сильных, взрослых и осознанных людей, которые понимают, что реализация подобного рынка — это огромное и гигантское будущее. И мы готовы поделиться этим с вами. Мы здесь целый день, готовы ответить на все ваши вопросы. Подходите к нам на наш стенд. И мы с удовольствием поговорим вам, если вы майнер, если вам нужны нейросетевые алгоритмы, или вы просто интересуетесь, каким образом поучаствовать в экономике Neuramation. Спасибо большое.